Друзья, вот такой вот мини-ПК. Это Asus NUC 14 Pro серия. Да, это у нас не самый мощный из этой серии. Этот у нас мини-ПК конкретно основан на Intel Core 3 100U, он так считается, но при этом он просто-напросто идеален для каких-то рабочих моментов, это раз, для предприятий 2 и даже для домашнего использования 3. 64 гигабайта памяти в двухканальном режиме. Классный терабайтный Kingston SSD-шник, который там выдает 6000 мегабайт на чтение и 5000 там с мелочью на запись. 2,5 гигабитный порт. У нас Wi-Fi 6E, который показывает 2 гигабита по воздуху. И все это в таком маленьком корпусе. И, честно говоря, очень интересно. Давайте так, обозреваем на канале Технозон Asus NUC 14 Pro серию. Поехали. Распаковку вы сейчас увидите, но вообще не распаковку, а просто его обзор. А здесь мы с вами на страничке продавца, ну вернее на фирменной страничке Asus, и видим, что это целая серия с поддержкой искусственного интеллекта. В частности, Core 3, сразу говорю, в нем нет отдельного нейрального процессора и нет графики, которая бы там могла бы нормально выполнять эту функцию, типа Intel Arc и тому подобного. Нет, здесь у нас обыкновенный Intel HD Graphics, Intel Graphics, как они его декларируют. И тут уже поехали, выпускается на Intel Core 3, на Intel Core Ultra 5 и на Intel Core Ultra 7. Так, поддержка отдельная у нас клиентов, 24/7 режим работы, 3 года гарантия, хорошо. А теперь смотрим Intel Core Ultra 7, 5 или 3, видеоарк в отдельных конфигурациях, DDR5 5600, на секундочку, до 96 гигабайт. M2 2280, Wi-Fi 6E AX211, кстати, вы посмотрите, там еще есть поддержка 2,5 дюймовых дисков, то есть можно жесткие диски ставить SATA, либо ставить SSD-шники. Ну и Ethernet контроллер 2,5 гигабита, есть Thunderbolt 4. Слушайте, ну вроде бы все так красиво расписали, порты сейчас посмотрим на обзорчике, а давайте в характеристики пойдем, мне интересно. Так, Windows 11, есть поддержка у нас Ubuntu 24.04, Red Hat Enterprise Linux. Короче, слушайте, интегрированные видики. Варианты Intel Arc и Intel Graphics 2X SODIMM до DDR5 5600, 48 гигабайт X2. Слушайте, очень интересно. Давайте так. Ссылку я разместил в описании под видео. Если хотите цену посмотреть, пожалуйста, там есть. Можете почитать характеристики отдельно. Я сейчас перехожу его уже начинаем, посмотрим вблизи, покрутим в руках и, конечно же, начинаем тестировать. А вы, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Поехали. Итак, по комплектации. Коробочка, документы, само собой, откладываем. Есть вот такой вот набор креплений для вот такой вот пластины крепления, например, на монитор либо на стену. Это уже не столь суть важно. И вот такое вот тоже крепление, честно говоря, не знаю для чего, еще пока не разбирался. Но сам по себе мини-ПК. Спереди у нас USB 20-гиговый, 2 10-гиговых тоже USB-шки стандарта 3.1. Здесь у нас Thunderbolt 4, LAN RJ45 на 2,5 гигабита, USB 2.0, USB 3.0 и еще один вот USB 3.1 и HDMI-чики. То есть 2 HDMI-чика, вход для питания. А это, кстати, вот эта штука сюда, наверное, прикручивается, да, для того, чтобы с чем-то что-то закрепить. Да, так и есть, теперь, что у нас тут? Разъем для замочка Kensington. И больше ничего интересного. Давай, наверное, его вскроем, посмотрим, что у нас там внутри. Он, кстати, на каких-то защелках таких интересных. Так, мы его открыли. Смотрите, у нас тут все очень интересно. У нас есть охладительная пластина для двухпосадочных мест M2 NVMe. У нас здесь стоит Kingston NV3. Неплохой, очень неплохой. Давайте отогну. Смотрите, Kingston NV3 на 1 терабайтик. Очень быстрый. Это у нас распаян AX11 Bluetooth модуль. Ой, не Bluetooth, но Bluetooth 5.3 плюс Wi-Fi модуль. Есть еще 2242. Еще одно посадочное место для более короткого, скажем так, диска M2 NVMe. PCI-Express 4X4. Две вот таких вот планки памяти Kingston Fury у нас есть. Kingston Fury Impact DDR5 5600 в паре стоит в двухканальном режиме. И что самое немаловажное, мы видим здесь SATA интерфейс внутри. Вот шлейф, который подключается в это место.
То есть вы вставили сюда вот этот вот 2.5 диск, вставили и замонтировали. У вас здесь и охлаждение есть, отводит, и в принципе есть еще поддержка дополнительного HDD, либо дополнительного SSD формата 2.5. Очень неплохо. Ну, платы Asus всегда умел делать. Посмотрите на эти платы шикарнючие, там нет ни следов припоя, ничего вообще нет. Давайте так, я уже готов его подключить. Знаете, что еще хотел показать? Есть же у нас вот такой вот блок питания на, ну сколько? Лиса, ты видишь? На сколько? На 90 ватт. Нифига себе, для Intel Core 3 90 ватт это достаточно серьезный такой себе аргумент. Ладно, собираем, пошли тестировать. Так, смотрите, сразу начинаю с проца. Проц для меня новый, в том плане, что если я работал с Core Ultra 5, с Core Ultra 7 и 9, то с 3 вообще не работал. Вот прям интересно, Intel Core 3, они уже здесь не пишут Ultra, а пишут 100U. 10 мегабайт кэш 3 уровня, 2 мощных ядра, 4 эффективных, и у нас получается, что 15 ватт TDP, 10 нанометров, Raptor Lake. Вот так вот. Интересно, интересно. Частота ядра 4688. Ладно, давайте посмотрим. У нас материнка на PCI Express 4.0. Это такой ноутбучный или мини-ПКшный формат. 64 гига памяти, но память у нас на 2 слота. DDR5 5600 в двухканальном режиме. Теперь Intel Graphics. Давайте побенчим этот проц, посмотрим, с чем его можно сравнить. Хотя здесь его бенчить вообще нет смысла. Его нужно для вот такого вот минимального какого-то варианта. Его нужно бенчить конкретно в AIDA 64. Это прям интересный вариант. В том плане, что даже минимальный Intel Core на Raptor Lake дает неплохой результат для рабочего ПК. Это далеко не N100, далеко не даже не Core i5, как сейчас начали делать вот эти вот 1053 NG7, что-то такое. А ну давайте попробуем его. Слушайте, вот Intel Core Ultra 7. Вот она, да, вот она в одноядерном тесте. Слушайте, те же самые ядра получаются одинаковые, просто их тут меньше. Седьмая Intel Core Ultra, она получается в многоядерном тесте просто тупо выигрывает. А если сравнить там Intel Core i7, ну понятное дело, 10 ядер, Ryzen 7 1800 в одноядерном проигрывает, в многоядерном выигрывает. Здесь мало ядер получается. Вот где-то Core i7 8700K в 6 ядер 12 потоков. Или Ryzen 5 проигрывает ему Ryzen 5 1600 6-ядерный. Вот, пожалуйста. В одноядерном в 2 раза хуже, в многоядерном примерно столько же. Только тупо из-за количества ядер. Интересный вариант, хорошо. Пока что это закроем. Intel Graphics у нас видюшечка, 256 бит шина, это из-за того, что у нас он берет из внутренней памяти, по сути, DDR5, да, и должно быть достаточно быстро. Больше здесь нечего смотреть у нас, валидировать тоже. По тестам SSD-шника, могу вам сразу сказать, здесь стоит Kingston SNV 3S 1000 гигабайтный, то есть 1 терабайт, PCI Express 4X4, NVMe Express 1.4 стандарт, очень-очень неплохой, при этом, когда мы проводили тесты чтения записи, температура не поднималась выше 43 градусов. И скорость чтения у нас 6007 мегабайт в секунду, это очень быстро, я вам говорю, это очень быстро, это выше, чем среднестатистический показатель в 5000 мегабайт, и запись 5300. Просто отличный SSD. Тут у нас вопросов точно не будет. По бенчмаркам, которые у нас есть, допустим, CPU PhotoWorks, обычно я этот тест очень сильно люблю из-за того, что он показывает реальную производительность в обработке графики с учетом памяти и всех устройств. Если там, допустим, ускорение графики, ускорение искусственного интеллекта нет, ускорение обработки графики, здесь все становится понятно в этом тесте. Потому что, например, Intel Core Ultra 9 в математике, в чистом чекмейте, да, он проигрывает там многим процессорам, а когда ты его начинаешь в PhotoWorks мучить, то там уже он становится на уровень нифига себе. Как и этот процессор, в принципе. 6-ядерный Core 3 100U, нифига себе, на секундочку, на Meteor Lake, как они видят, Meteor Lake. Это не Raptor Lake, я же очень удивлен, почему там написано Raptor Lake. Подождите, сейчас мы вернемся к этому вопросу, почему здесь написано Raptor, если это Meteor. Или CPU Z гонит, или что-то еще.
Поехали. Он выше, чем 32-ядерный Ryzen Threadripper в обработке графики, чем Opteron 6-ядерный Core i7 6850, 8-ядерный Core i9 11900, ну, правда, в конфигурации на DDR4. Да, 8-ядерный Ryzen 7, 8-ядерный Ryzen 7 2700X, тоже на DDR4. То есть у него здесь классная память, у него здесь, частота нифига себе. Еще и хорошая, я не знаю, хорошая производительность тупо в обработке графики. Ну, память, тут рулит память, и сам по себе проц высокочастотный, хотя и с меньшим количеством ядер. А давайте в чистой математике посмотрим на чекмейте. Вот, здесь уже чистая математика, мы видим, что он стоит между 6-ядерным Core i7 5800, 4-ядерный Core i7 6700 и 6-ядерный Core i7 6850K. Вот так вот, интересно, обгоняет он 4-ядерный Xeon E3 1245 и 32-ядерный Opteron, но Opteron это серверный вариант, и там у нас DDR3, серверная 1600, с чем тут сравнивать, вообще нельзя ни с чем сравнивать. Но я вам скажу, это очень неплохо. Это прямо очень прикольно. Тут мне, в принципе, больше делать нечего. Конфигурацию мы и так с вами видим, да. То есть, если посмотреть, что там у нас. Да, кстати, здесь очень хороший Wi-Fi модуль. Wi-Fi 6 с коннектом. Это AX211, один из моих любимых модулей. На коннекте 2,4 гигабита. Он в обыкновенном тесте. Смотрите, что я сейчас делаю. То есть, обыкновенный тест. 5 ГГц. Мы сейчас стартуем на наш внутренний сервер и получаем какие-то Unreal цифры скорости сети под 2 гигабита на Wi-Fi 6. Пожалуйста, это Wi-Fi 6 5 гигагерцовый. 2 гигабита. 2 фактически гигабита. Это просто нереальная пушка. Ну, Asus Nuki всегда были нереальные пушечки, поэтому, ну и цена тут, конечно, да. Для работы это вообще идеально. Слушайте, прям порадовал. 1949 на 1800, ну давай, на 1854. А ну давайте 2,4 гигабита. Это 2,4 гигагерца. Меня уже в гигабиты тянет. Давайте подключим и посмотрим его производительность. Во-первых, посмотрим его коннекты, посмотрим его частоты. Он тоже у нас в режиме Wi-Fi 6 в 2,4 с коннектом 574 мегабита в секунду. Ну, пробуем реальный тест в реальных условиях. И получаем, вуаля, ребят, 160 мегабит. 160 мегабит. Я вам скажу 170 даже на загрузку в старом, в стандарте 2.4. Лисица, тащи кабель. А ну давай сюда влупим максимальное, что у нас есть. Сейчас посмотрим. Прям интересно. Мне, знаете, так, прям так торжественно его вручили, этот кабель, да? Кабелюка. Я такая, ах ты ж кабелина, да, такой? Да. Куда тебе еще кабель? Да. Это ж ты еще не видела, какие у меня там девчонки в тестах сети, ой, в тестах скорости жесткого диска, вот такие вот. Нету тут ничего, пришла проверять. Так, смотрим. Connect по LAN J45. Ethernetic 2,5 гигабита у нас коннект, то есть здесь реальные 2,5 гигабита. Пробуем тест и смотрим, что у нас из этого получится. Да, здесь 2,5 гигабита, честные, вообще вопросов нет. Вот. 2,5 на загрузку, но на выгрузку может быть меньше, потому что кодирует и пишет изображение одномоментно, поэтому там будет, хотя нет, 2,5 спокойно вытягивает. Вообще вопросов нет. Пожалуйста. Все. А что мы еще хотели? Вообще по сетевым возможностям чистый, классный, честный комп. Ну, Asus, это топчик, это топчик. Они мини-ПК, конечно, делать умеют. По поводу того, что он может, например, если мы с вами посмотрим PC-Mark, я хочу посмотреть температуры, частоты и все остальное. Ну, извините меня, реально, они этот Intel Core 3 100U процессор, они прям вылезали для работы. Это вот, я не скажу, что это бюджет, но то, что он умеет делать, это очень неплохо. В результатах у нас есть здесь два результата. Один расширенный, другой... Ну, сейчас посмотрим. Да, этот, по-моему, простой, да, другой расширенный. Другой расширенный с игровыми возможностями, мы его не берем. Игровые будем тестить как можем. Сразу иду, хочу посмотреть частотные детали. 4688, он спокойно достигал максимума, при этом из-за отсутствия перегрева он его спокойно держал при 100% загрузке во всем периоде тестов. По температурам
50, 60, 50, 66. Пиковые значения. Пиковые 66. А ну смотрим пиковое значение. Поднималось 86 градусов были пиковые значения. В среднем при стандартной работе данного мини-ПК 69, 54, 54, 54. Ну вот был пик опять 84. Здесь у нас 60, 79, пик 53, 50, 50, 49, 53, 53. Ребят, могу сказать, очень даже достойно. Загрузка GPU на рендере мы видим. А давайте мы сейчас посмотрим по продуктивности. Тут я просто... Я вам честно говорю. Смотрите. По производительности. Загрузка приложения, вот работа с приложением, это называется App Startup Score, это загрузка приложений 14 800 881 балл. Это просто нечто нереальное, на уровне какого-то мега-монстра. По видеоконференц-связи одни из самых высоких показателей. До 84 FPS в Face Detect, при этом у нас здесь как на CPU, то есть Face Detect Private CPU, это из-за мощности процессора, вернее мощностями процессора используется, а потом именно OpenCL, это с помощью уже аппаратного ускорения через видеоадаптер, тоже те же самые 84 FPS. В среднем вообще просто идеально. Для видеоконференц-связи отлично. Веб-браузинг. Он достиг максимальных показателей во всех тестах. 60 FPS View Image, 300 FPS анимация 3D объектов на веб-страничках. И все остальное у нас занимало меньше одной секунды, например, открытие соцсетей, открытие, я не знаю, фит-апдейты, потом загрузка магазина меньше секунды, карты, зуминг и воспроизведение онлайн-видео. Так, дальше. Таблицы и написание документов. По написанию документов здесь загрузка документа 1 секунда. Это самое максимальное, что мы получили. Все остальное меньше секунды. Любой. Сохранение, потом копипаст, вырезка и вставка и просто редактирование. Это вот все максимально. По базам данных. Открытие документов, копирование, редактирование, это все идеально. От 1 до там 0,3 секунды, это все очень классно. Рекалькуляция Монте-Карло 86 секунд. Здесь этот показатель меня немножко удивил, он немножко выше, чем я ожидал. Но, чтобы вы понимали, у бюджетных процессов, например, у N100 это 200 секунд, у N150 это 160, 170, 150 секунд. Здесь 86, это фактически в 2 раза быстрее, чем N150 в рекалькуляции Монте-Карло. Это очень большая база данных, которую он рекалькулирует в каких-то таблицах на тестах. И Recalculate Energy Market 19 секунд. Это отличный показатель. Он подходит для работы практически со всем. Теперь фото Editing Score. Спокойно редактируйте. В Photoshop, GIMP, все что угодно. Canva мы спокойно редактировали. Рендеринг. Рендеринг 35 FPS. Можно что-то рендерить даже. И видеоредактирование 35. Слушайте, я удивлен. Можно даже на лету редактировать видео. Я думаю, что Adobe Premiere, какой-нибудь Full HD проект, я не буду тестировать. Я вам объясню. Потому что для меня Adobe Premiere начинается с 46 FPS. Это когда ты полноценно Full HD 60 FPS редактируешь на лету. Вот 35 немножко мало, но я вам скажу, это какие-то незатейливые видеоредакторы. Мы иногда редактируем, например, видео какие-то, даже в той же самой Canva. Очень-очень помогает. Мы редактируем фото, редактируем видео. То есть мы вот на текущий момент можем спокойно это все рассайзить. При этом, чтобы вы понимали, у меня Лена, лисица, и может монтировать в Canva фотографии. Да, казалось бы, там, проект. А здесь слоев просто безумное количество, да, там мы как начинаем разбирать слоистость этого проекта, а там одних слоев, вот мы вот этот каждый элемент двигаем, это все отдельный слой. То есть и на этих многослойных, допустим, фотографиях, это вам не Photoshop, это вот просто элементарный какой-то дизайн многослойный, с которого она что-то лепит и получается достаточно, серьезно. Я вам приведу пример. Старый мой Asus ZenBook 14 на Intel Iris Xe, чуть-чуть, да, тяжело дышит, да, на таком деле. Это вот там Intel Core i7. Intel Core i7 от 11 поколения, я вам честно говорю, хотя это Asus, да, так и есть. Насколько я люблю Asus, но старенький мой уже Asus ZenBook на этом чуть-чуть уже дохнет. Можно, в принципе, знаете, что посмотреть. Мы даже видео редактируем в Canva, допустим, какие-то.
когда нам необходимы визуальные эффекты, то есть мы создаем там какие-то переходы. В Canva, кстати, можно создавать свои переходы и все остальное. То есть, видите, это анимированный объект. Вот, мы просто-напросто добавим страничку. Давайте что-то мы сейчас сюда загрузим и поредактируем какой-нибудь мой файлик. Достаточно большой. Сейчас мы попробуем туда загрузить. Мне прям интересно, насколько этот мини-ПК справится. Ну, пошел что-то загружать. Вот мое видео загружает как исходник, который мы будем использовать. Вот, пожалуйста. И мы можем здесь тоже в Canva редактировать видео в режиме реального времени. Я не говорю здесь про какой-то мегамонтаж. Я бы обманул бы вас. Про мегамонтаж, допустим, на Adobe Premiere. Да? Здесь, кстати, функция «Интересные моменты» можем использовать. То есть он будет сам нарезать. Давайте попробуем удаление фона. Слушайте, ну, так как фона у нас нету основного, удалять было нечего, оставила. Но при этом здесь можно, что мы там можем? Так, мы можем здесь катить, можем нарезать. Давайте кат. А это что я сделал? Это нафига я эту штуку сюда поставил? Слушайте, это классный рабочий мини-ПК. Я уже тут начинаю играться. Давайте сейчас Canva еще будем О, смотрите, в полном качестве обрабатывает. А ну, можем кусок удалить? Можем удалить его? Можем. И производительности его действительно хватает. А давайте сверху еще анимацию какую-то поставим. Опа! Я так, слушай, здесь можно классные анимации делать. Меня вылетающего делать такого, знаешь. Да, можно 2-3 наложить. Ну, смотри, я такой. Опа, я появился. Ага, красиво. Вау, да. Качественно, да, впрыгнул в жизнь. Фактически, а ну давай, это что такое? Что здесь буквы какие-то? А ну, опа, я такой, раз трясущийся, ну такой, оп, проявился. А это я такой, добрый вечер. Шучу, ребят, на самом деле это действительно неплохой мини-ПК для вот таких вот дел. Для баловства, как говорит лисица, нет, это классный рабочий. Ну и если мы с вами уже в браузере, давайте покажу по мультимедийке немножко. Он спокойно действительно воспроизводит 4К ролики, то есть мы можем пойти... А вот у меня, я здесь смотрел на этом мини-ПК Дикую реку, которую мы снимаем специально для тестирования такого, снимали сами, для тестирования такого рода оборудования. Это 4К 60 FPS сейчас включено. У нас есть 6 базовых дропов на разворачивание окна, а так у нас Connect 210. При этом воспроизводит все идеально. Мы можем это дело закрыть при таком количестве памяти 64 гига. Вы представляете, что здесь можно делать вообще? Сколько здесь можно... Ой, я не то открыл. Давайте откроем Мегугу. Я хочу еще потоки OTT посмотреть, как работают. Так, открываем, например, телеканалы и какие-то Full HD, хорошие потоки. Пожалуйста, мы с вами имеем отлично. Все переключается мгновенно, все воспроизводится. Поэтому, ребят, идем дальше. Что мы на нем делали? Мы на нем гоняли OBS-ку, мы на нем гоняли, грубо говоря, Photoshop 24 года новенький. Давайте какую-нибудь тестовую картинку Бурош откроем, так чтобы можно было пофотошопить. Кто умеет в фотошопе работать? Напишите мне. Я ни хрена тут не понимаю. Это у меня лисица все рисует. Но фотошоп у нас не ругается. Я не умею в нем рисовать. Черт твоей матери, тут фотошоп. Ну и честно вам говорю, играл. Играл в не тяжелые игры. Я вам скажу сразу, здесь пойдут и полноценные танки на средних настройках в разрешении Full HD. Спокойно вы сейчас видите, что я играю в World of Tanks Blitz. Я просто World of Tanks Blitz больше люблю. У меня не хватает, допустим, времени и терпения на тяжелые танковые баталии. Вот World of Tanks Blitz, пожалуйста, можно побегать, да и в баталии можно здесь поиграть, просто что у меня терпения не хватает. Ни о каких, допустим, там пабгах и тяжелых каких-то играх вы здесь не мечтаете, это факт. Но вы можете спокойно играть, например, здесь в Horizon, господи, в Diablo. Вы можете спокойно играть, ну иди сюда, мне надо тебя размотать чуть-чуть. Вы можете спокойно играть в StarCraft 2, в StarCraft 1. Вы можете играть в Hearthstone. Да иди сюда, куда тебя понесло? Мне надо с тобой сейчас тут чуть-чуть поквитаться. Иди сюда. О, давай сюда, сейчас мы тебя. На. Раз. Хорошо так в бочинку тебя, да, садануло. Давай, 2, есть. И давай, 3. Давай, бам, добили. Хорошо. Видели, как хорошо пошло? Давай, теперь вот эту тяжелую хрень мы добьем.
Оу, у меня аж перезарядка идет. Я что-то так на праздничный танк прыгнул и такой себе гордый. Такой, и здесь ты такой сзади подъезжаешь. И такой говоришь: здравствуйте, рикошет. Вот вам и здравствуйте. О, пробил. И давай еще разочек, хорошо так, бам. И еще разочек, ну а теперь его кто-то сольет, а не я солью, потому что это несправедливо. Все, нормально. Все хорошо. Разодрали. Слушайте, нормально, 60 FPS идет. Давайте еще одного разберем и пойдем дальше чуть с вами посмотрим, что он еще умеет. Очень хочу, меня Recalculate Monte-Carlo сильно заинтересовал, что он побыстрее, чем бюджетные процессоры для работы. Сейчас посмотрим. Так, тут два таких у нас тельца. Давай. Нет, целенький почти. О, проредили. За что, про что? Ездил тут себе, никого не трогал. Делал обзор на Asus компьютер. Куда тебя несет? Зачем ты так делаешь? Да, вот так всегда, да. Каждый обзор одно и то же. О, трак хляпнул. Там, блин, идите вы все, знаете куда. Один танк остался. Надо уже задом туда хотя бы доехать и уже его дострелять. Вот оно чудо едет. Нифига себе. Да дайте хоть выстрелить. Ладно, мы победили. Мы молодцы. Я даже здесь, знаете, во что играл? В Half-Life 2. Не знаю, кто помнит из олдов, да, Half-Life 2. Здесь вообще без тормозов, без люков. На этой видеокарте пойдут достаточно интересные игры. Я думаю, что здесь даже Лара Крофт пойдет. Первая, да, которая... Ну, не первая, я имею в виду. Наверное, мне не сюда. Мне, наверное, сюда быстрее будет. Вернее, правильнее будет идти сюда. Давайте идем. Заходим. Это вот уровень Диабло, Хардстоуна поиграть. Достаточно качественно это все будет выглядеть. Ну, давай запрыгиваем. Запрыгиваем. Так, здесь пошли дальше. Сейчас здесь повалят на нас дроны. Кто играл в эту штуку, а? Вон они, дроны пошли, короче. Надо было там на пулемет. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, вы откуда вы? Меня зовут E-Type. Иди сюда. Ну ладно. Не очень-то и хотелось с тобой общаться. Ай-яй-яй, меня сейчас кто-то... меня уже жрут, я уже понял. Я уже понял свою ошибку. Все, ребят, короче, я выхожу, я боюсь тут играть в темноте. Если говорить про Signbench R23, то это 6694 балла. Я здесь насохранял себе скриншотов. В пас-марке все достаточно просто. Это 4313 баллов. И тут у нас очень интересно получается. CPU Mark в желтой зоне в показателях 13149. Допустим, тот же самый 2D Mark у нас 682. Это средний показатель. А вот 3D Mark, почему я считаю, что он не очень подходит для игр. То есть 2861 это вот на самый низ средней показатели, поэтому то, что я говорил, там танчики, что-то какую-то 3D-шечку побегать, какой-то Диабло, про серьезные игры не стоит говорить. Ну и по памяти он действительно очень-очень быстрый. Как в принципе по скорости диска. Так, для теста мы создаем пару текстовых ячеек и определенное количество математических ячеек с элементарными какими-то действиями. Не столь суть важно с какими, потому что мы сейчас будем ему создавать ад. Объясню, в чем заключается сложность этого теста. Когда ты берешь, копируешь и вставляешь, он это делает одномоментно для одного действия копирования вставления. Мы можем, в принципе, конечно, с вами действовать вот таким вот методом, но когда вы растягиваете, он это делает столбец за столбец одномоментно для всех столбцов, которые вы растянули. Вот мы с вами сделали вот такую штуку. А теперь давайте вниз на пару тысяч строк сделаем. И посмотрим, насколько он с этим справится. Потому что рекалькуляция Монте-Карло была достаточно живенькая. Отпускаем и ждем. Вот главное, чтобы он не завис. А он не завис. Смотрите, как он это отработал. То есть это было очень быстро. Давайте сделаем вот так вот. Это вообще у нас... Вау, красавчик. Слушайте, для работы это просто топ. Смотрите, какие у нас массивы появились. Это просто нереальные массивы. Посмотрите, насколько тысяч и тысяч, десятков тысяч, сотен уже тысяч. Тут сотни тысяч ячеек. Сотни тысяч. Потому что там, допустим, 2000 на, допустим, 1000 в сторону. Это просто нереально.
даже на пару сотен, это 200 тысяч ячеек. И он при этом работает с таблицей, вы можете редактировать, все отлично работает. Слушай, да отличный мини-ПК. Я считаю, что это вообще отличный мини-ПК для того, чтобы, допустим, его рекомендовать как рабочий инструмент с очень быстрыми сетевыми модулями. Насчет монтажа, да, мы, конечно, вам показываем, что мы монтируем там в Canva, все остальное, работает в Photoshop можно, но не стоит рассчитывать на полноценный монтаж в Adobe Premiere, а в остальном все, давайте сейчас порезюмируем. В качестве выводов скажу, я не могу не рекомендовать это, потому что действительно быстрый, интересный, цена, но это enterprise, это полный enterprise, это уже версии для предприятий, версии для тех, кто хочет реальное качество, износостойкость, такое 24/7 режима работы и тому подобное. Я, конечно же, рекомендую. Несмотря на то, что этот процессор, вот именно Intel Core 3, он не такой мега мощный, как все думали, как хотелось бы. И это младший в семейке именно вот этих вот ультра-core, ультра процессоров, но он все равно имеет право на жизнь, заслуживает внимания. Да и сама по себе вся линейка получилась неплохой. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.